В течение нескольких последних лет российский оборонно-промышленный комплекс вел разработку перспективной ракетной системы залпового огня «Сарма». К настоящему времени удалось завершить все необходимые работы и запустить производство такой техники. В ближайшее время она должна поступить в строевые части и улучшить их боевые возможности. Следует напомнить, что разработка новых РСЗО, способных дополнить существующую технику, началась еще в 2000-х годах. Целью новых проектов являлось повышение ходовых и эксплуатационных характеристик боевых машин при сохранении приемлемых показателей огня. Разработкой такой техники занималось пермское предприятие «Мотовилихинские заводы». В 2007 году представили первый образец такого рода – изделие 9К58-4 «Камма». Эта РСЗО была построена на шасси КАМАЗ и имела оригинальную пусковую установку. 6 300-мм ракет от системы «Смерч» помещались в унифицированном герметичном транспортно-пусковом контейнере. Таким образом, планировалось упростить перевозку боеприпасов и перезарядку. Первый вариант «Каммы» не устроил Министерство обороны, и в 2009 году появилась обновленная РСЗО. Она получила шеститрубную пусковую установку традиционного облика. Боевая машина такого облика проходила испытания до 2012 года, после чего было решено остановить работы. По итогам проведенных опытно-конструкторских работ Минобороны отказалась от создания полностью новых образцов и запустила модернизацию существующей техники. Результатом этого стало семейство обновленных РСЗО «Торнадо». В частности, 300-мм систему «Смерч» доработали по проекту 9К515 «Торнадо-С». В 2022-2023 годах по опыту эксплуатации и боевого применения имеющихся РСЗО в рамках текущей спецоперации было решено вернуться к старым идеям развития подобной техники. В этот период ПАО «Мотовилихинские заводы» получила от Минобороны заказ на разработку системы с шифром «Сарма». Река, впадающая в озеро Байкал, и один из ветров региона. О существовании такого проекта объявили позже, в середине 2023 года. Тогда российская пресса, ссылаясь на свои источники, раскрыла название будущей РСЗО, калибр, ее связь с ранее созданной «Каммой» и некоторые другие подробности. При этом полный облик нового изделия на тот момент оставался неизвестным. В конце 2023 года руководство госкорпорации «Ростех» раскрыло информацию о ряде перспективных разработок, в том числе о РСЗО «Сарма». Сообщалось, что проект успешно продвигается вперед и проходит необходимые стадии. Благодаря этому первые серийные боевые машины ожидались уже в апреле 2024 года. Удалось ли выполнить такие планы, неизвестно. По тем или иным причинам проект «Сарма» надолго пропал из новостей. 19 сентября 2025 года президент России Владимир Путин посетил Мотовилихинские заводы. В цеху предприятия была организована выставка выпускаемой техники, в том числе реактивных систем залпового огня. Среди показанных изделий оказалась и боевая машина «Сарма». Рядом с этим изделием находился информационный стенд с основными тактико-техническими характеристиками. 18 октября заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев побывал на полигоне Капустин-Яр, где наблюдал за испытаниями различных систем и комплексов. Ему показали современные образцы оружия и боеприпасов, в том числе новейшую РСЗО. Однако новые сведения о проекте «Сарма» не раскрывались. Согласно сообщениям конца 2023 года, перспективная РСЗО «Сарма» должна была пойти в серию в первых месяцах следующего 2024 года. К сожалению, Ростех в свое время не стал отчитываться о выполнении таких планов. Более того, и в течение следующих 1,5 лет новые сведения о разрабатываемом проекте не поступали. К настоящему времени с уверенностью можно говорить о существовании как минимум одной РСЗО «Сарма». Это может быть опытный образец, собранный в 2023-2024 годах и использовавшийся для испытаний. Однако нельзя исключать, что высокопоставленным руководителям демонстрировали уже серийные изделия. Недавно, в конце октября, в открытый доступ якобы попали закупочные документы Минобороны России. Украина утверждает, что ей удалось добыть подобные бумаги, раскрывающие особенности производства различных изделий. Однако различные особенности опубликованных документов заставляют сомневаться в их реальности. Согласно этой утечке, в 2024 году российская армия заказала Мотовилихинским заводам производство и доставку 2 дивизионных комплектов «Сармы». Они должны включать 12 самоходных пусковых установок и 12 транспортно-заряжающих машин.
Следует обратить внимание на тот факт, что названное количество техники явно недостаточно для комплектации двух дивизионов. 12 РСЗО требуется для оснащения каждой такой части. Это расхождение в цифрах заставляет сомневаться в правдивости опубликованной информации. Так или иначе, проект «Сарма» в течение нескольких лет прошел все необходимые стадии, и промышленность готова вести серийное производство техники. Теперь судьбу новой РСЗО решает Минобороны. Оно должно определять темпы и объемы производства, порядок поставки и развертывания техники в войсках. Камма и Сарма разрабатывались в качестве дополнения к существующим отечественным РСЗО, в первую очередь к Смерчу. В этих проектах объединялись готовые компоненты и новые агрегаты. За счет этого предполагалось сохранить высокие боевые характеристики и улучшить прочие параметры. Боевая и транспортно-заряжающая машина из состава Сармы строится на базе четырехосного автомобильного шасси КАМАЗ-63501. Используется модификация с противопульным противоосколочным бронированием кабины. В кормовой части шасси монтируется необходимое оборудование, пусковая установка или грузовая платформа с краном для перегрузки боеприпасов. Самоходная пусковая установка получает пакет из 6 300-мм трубчатых направляющих. По всей видимости, сами трубы заимствованы у системы «Смерч», тогда как прочие агрегаты установки созданы с нуля. Конструкция пусковой установки обеспечивает горизонтальную и вертикальную наводку. Вероятно, наводка осуществляется вручную или с помощью специальных приводов. Состав приборов управления пока не раскрывается. На пусковой установке можно увидеть кронштейн с панорамным прицелом. Также Сарма может иметь собственные средства навигации. Баллистический компьютер, устройство связи и так далее. Современная аппаратура должна ускорить процесс подготовки к стрельбе. Сарма должна использовать существующую номенклатуру 300-мм ракет из состава РСЗО 9К-58, 9К-515. Такие боеприпасы имеют дальность пуска до 80-90 км и могут нести различные боевые части, как моноблочные, осколочно-фугасные, так и кассетные. Также разработаны ракеты с БПЛА на борту. Нетрудно заметить, чем новейшая РСЗО «Сарма» отличается от более старых «Смерча» и «Торнадо-С». Так она строится на другом шасси с меньшей грузоподъемностью и другими ходовыми характеристиками. Также используется уменьшенная пусковая установка с сокращенным боекомплектом, при этом обеспечена унификация по части аппаратуры и боеприпасам. В предложенном виде «Сарма» имеет некоторые преимущества перед существующей техникой. В первую очередь, такая РСЗО проще и намного дешевле в производстве и эксплуатации. Стоимость и расходы снижаются за счет использования крупносерийного автомобильного шасси, уменьшенной пусковой установки и так далее. Одновременно с этим машина КАМАЗ-63501 дает достаточно высокие ходовые характеристики на дорогах и местности. «Сарма» несет и запускает 6 ракет, вдвое меньше, чем «Торнадо-С» или «Смерч». Однако подобная разница в боекомплекте не является однозначным недостатком. Опыт применения реактивной артиллерии в современных конфликтах показывает, что залповая стрельба по площадям полным боекомплектом нужна далеко не всегда. Некоторые огневые задачи можно решить всего одной ракетой, однако ей требуется повышенная точность. Таким образом, в основе проекта «Сарма» лежит обновленная концепция РСЗО. Существующие идеи и взгляды пересмотрели с учетом опыта боевого применения техники и других факторов. В результате этого появилась новая система залпового огня, способная дополнить существующие, а в некоторых ситуациях и заменить их. Насколько удачной окажется подобное дополнение, в ближайшее время может показать практика. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий.